Я, честно говоря, уже не помню, когда я сохранял эту картинку, но эта картинка из моих сохраненок, из моего старого аккаунта, который я уже удалил. Но перед тем, как его удалять, я сохранил папку со всеми сохраненными фотографиями. И когда я их листал, чтобы найти что-то интересное, я нашел эту картинку. Если поверхностно, то мы видим машину. Кажется, это какое-то бездорожное багги, на котором можно ехать хоть в песок. И возле него мы видим жирного кота, который сидит на холодном бетонном полу. Возможно, юмор в том, что машина настолько сильная, огромная, но она холодная и не живая. По сравнению как кот, он теплый и живой. Сама персона Николас Кейджа очень мемная. Свою популярность он произвел из того, что на протяжении 2007 года, наверное, он снимался во всех фильмах подряд. Его можно было увидеть в каждом фильме, в каждой рекламе, на каждой афише, везде Николас Кейдж. И я не знаю, правда ли то, что в каком-то магазине продается сумка с лицом Николаса Кейджа, но я бы очень сильно хотел бы купить эту сумку. Хоть я и не смотрел этот фильм, но я просто обожаю эту картинку. В ней, знаете, здесь отлично подобран ракурс сверху, показывая нам, будто бы мы выше всего этого и смотрим на людей, которых где-то там внизу обеспокоены своими глупыми заморочками. На картинке видно, как человек, одевшись в костюм Джокера из последнего нового фильма, я его не смотрел, да и не хочу, но видно, что человек обожает этот фильм, и я не уверен, это та самая лестница, в которой... Кажется, это была другая лестница, но человек именно нашел какую-то лестницу, похожую из фильма, наверное, в своем городе. Это похоже на какую-то Италию или Бразилию. Не знаю почему, но юмор... Знаете, это... Говорят, есть плоский юмор, есть более хитрый юмор. А это что-то, знаете, ну, прям на поверхности, но... Не знаю, мне кажется, я бы мог назвать это прозрачный юмор. То есть он плоский, он есть, его одновременно нет, но каждый увидит в нем что-то свое и видит картинку смешную прям для него. Наверное, так можно назвать, но... Боже, знаете, я отправлял эту картинку своим знакомым просто так. Я хотел узнать их реакцию. И каждый раз, когда я отправлял эту картинку, они не могли понять. Никакого юмора в нем. Не знаю, возможно, круг моих людей, с кем я общаюсь, очень
плоск в понимании юмора. И все мои знакомые считают меня очень странным человеком, потому что почти половина моих сохраненок выглядит как вот эта вот картинка. Но я обожаю то, что на ней происходит. Вся композиция, она просто тут идеальна. И я очень рад, то, что я нашел эту картинку. Солнце медленно опускалось по постепенно теплеющему небу, и мир неспешно погружался в сон. Котик, шустро запрыгнув на подоконник и поджав под себя лапки, сидел, созерцая это умиротворяющее зрелище. О чем он размышляет, глядя на этот красивый мир? Что волнует его разум в такие полные умиротворения и покоя моменты? Думаю, картинка передает идею спокойствия, отречения от проблем. Есть только закат и ты, кот. Твои проблемы не имеют большого значения, ведь все они временны и решаемы, а закат вечен. Sometimes it just takes a moment to forget a life, but sometimes life is not enough to forget for a moment. Итак, на данной картинке мы видим котика, что самое главное, судя по всему. Точнее, наверное, даже кошечку, потому что трехцветных котов обычно не бывает. Это все миф и вообще от лукавого. Скорее всего, это кошечка. Наша кошечка с очень пренебрежительно растянутым смайликом на лице, точнее мордочке, сидит на камушках. И, судя по всему, наслаждается морем, которое где-то далеко, но вроде в то же время очень-очень близко. Эта кошечка, скорее всего, просто была в очень удачном месте, в очень удачное время, где нашу кошечку поймал в кадр, наверное, фотограф, мне так кажется. Уж очень правильно сделан этот кадр. И знаете, видимо, какому-то анону, у которого руки стоят из правильного места, очень случайно попала эта фотокарточка. И он добавил этот смайлик. Самая главная мысль, которая в итоге-то получается в этой картинке, это спокойствие. Спокойствие и умиротворение. На самом деле, очень большой темп нынешней жизни максимально показывает в такие моменты, что нам нужен отдых. Иногда надо просто остановиться. Можно построить даже такую небольшую историю. Есть вы куда-то спешите. Начало осени, все очень красиво, желтые листья, все опадает. И вы спешите в этот момент. Спешите куда-то на учебу, на работу, с работы или уже после учебы. И, знаете, скорее надо добраться домой. Хочется очень сильно кушать, хочется отдохнуть, просто уже прилечь. Ах, какой же длинный день, как я за него устал и тому подобное. Выходите из метро, есть рядом лавочка и скверик. Такой маленький-маленький скверик, который очень красивый, он идет от станции до вашего дома. И если спешить домой, потому что очень-очень уже хочется отдохнуть от этого всего, можно, наверное, даже не заметить красоту осени. Вы просто спешите, и вам абсолютно не важна та красота, которая вас окружает. Вы приходите домой, вам кто-то написал, надо срочно ответить, и тут должна быть подходящая картинка, максимально подходящая. А вас на винте дичайший бедлам, рабочие файлы, картинки и прочее смешано с тем, что вы выдираете по ночам из меджбордов, когда вам очень не хочется спать. И
Вы абсолютно случайно натыкаетесь на эту картинку, и вы понимаете, что очень сложно будет достигнуть такого же умиротворения, как этот котик. Но в то же время, когда вы смотрите на эту картинку, вы почему-то проникаетесь таким чувством, как будто сейчас вы не дома, вы где-то далеко, вот там, где хотелось бы быть сейчас. Смотреть на море, вдыхать прекраснейший этот запах, который немного отдает солью. Наслаждаться шумом прибоя. Господи, как же вам в этот момент хорошо. Вы переживаете эти чувства, которые приносит вам кот. Кот, который изображен на картинке. Не вы их сами переживаете. Вы не путешествуете куда-то за чем-то, чтобы прочувствовать эти моменты, которые вам так бы хотелось. Вы в итоге приходите к тому, что вот есть какие-то важные дела, и нет никакой вероятности, никакой возможности вырваться из них и уехать куда-то далеко-далеко, куда даже глаза не могут смотреть с высоты птичьего полета. Но вы все же переживаете чувства, которые вам преподносит почему-то котик, а не ваши глаза. А котик, вернее кошечка, почему-то в этот момент смогли попасть в такой момент, что они переживают прекрасные чувства, от которых просто хочется лечь, притвориться жижечкой и просто раствориться в этом миру. Рене Магрит «Искусство беседы». Одна из версий картины, наиболее точно отражающая идею. Очень люблю этот рисунок, поскольку испытывал. И вот так, просто, передается состояние во время общения с нужным человеком, в нужное время в нужном месте. Я люблю ее по разным причинам. Во-первых, простота. Ничего лишнего. Емко, как, собственно, и происходит во время беседы. Во-вторых, сдержанно, по-английски. Два джентльмена, спокойный тихий мир внизу. Вы не мешаете друг другу. В-третьих, что особенно ценно во всякого рода психоделии, нет заигрывания с пошлыми темами. Насилие, секс. Все как-то по-детски, непосредственно для всех. Поймет и твой ребенок, и столетний дедушка. Никаких особенных чувств от картины я не испытываю. Она точна. Она показывает положение вещей, что два человека могут быть интереснее всего происходящего вокруг, что все для них для беседы, и что нет кайфа больше. Это как будто ты был в утреннем кумаре, но вот протер глаза и все понял. Все увидел. Будьте как Магрит. Итак, мы видим покосившееся красное дерево, рядом с ним маленький силуэт человека и огромное поле, покрытое свинцовым небом. Данная картинка — работа одного художника с никнеймом Мин Юм, которого я нашел в Твиттере. Ссылку на его профиль я оставлю в описании.
Меня привлекает их работа тем, что ты погружаешься в них, как будто фильм. Каждый рисунок словно кадр, прямо на самый удивительный момент. Немалую роль в пейзажах медиума играет цвет. Он задает настроение всей работе. Цвет, как и контраст, имеет большой потенциал к выражению определенного объекта, так и к атмосфере. Атмосфера этих набросков достигается за счет композиции. Гим практически всегда делает главных персонажей маленькими, противопоставляя их всему окружающему. Это может передавать их состояние, как и момент, когда ты погружаешься в свои мысли и словно видишь себя со стороны. Думаю, весь дух картинки заключается в уединении человека, спокойствии и уединении. Смотря на эту картинку, мы наблюдаем существо. Непонятно, человек ли это, животное или какая-то другая форма жизни с глазами, поэтому просто будем называть его существо. Существо это не имеет тела или лица, но зато поразительно смотрит прямо на нас своими уставшими глазами. И казалось бы, о чем-то вообще можно говорить, если это и есть основное содержание картинки. Если бы не одно «но». Бескрайний космос сзади. Неважно, физически ли это космос или же просто метафорически, суть это не меняет. За счет этого самого космоса картинка приобретает очень философский, я бы сказал, смысл. И глаза эти в космосе буквально излучают холод и какое-то одиночество. И даже будучи оторванными от лица владельца, даже не видя его выражения, мы все равно читаем в них какую-то грусть. И грусть не сиюминутную, мол, двойку в школе получил или тяночку хочется, а такую пронзительную грусть, вызванную куда более серьезными вопросами, скорее мирозданческого характера. Смотря на эту картинку, в голове всплывает книга Харлана Уилсона «У меня нет рта, но я должен кричать». Будь придется заспойлерить ее концовку, но только так можно понять, в чем заключается сравнение. В самом финале рассказа один из обреченных на вечные муки героев жертвует собой, давая товарищам умереть и обрести вечный покой. За это его наказывают и превращают в бесформенную массу, вечно терзаемую непреодолимой болью. И весь ужас заключается в том, что эта масса просто скитается по миру, все вокруг себя видит, все чувствует, но просто не может кричать из-за отсутствия рта. Так и с этой картинкой. Видно, что нашему существу есть что сказать, но оно не может. Возможно, как у героя рассказа, у него нет рта, но он должен кричать. Еще один интересный вопрос, чьи же это, собственно, глаза? Человека, смотрящего в космос, или космоса, смотрящего сверху на человечество? Этого мы наверняка знать не можем, но в любом случае оба расклада достаточно грустный. Представьте себе, вы — необъятный космос, и вы знаете ответ на абсолютно все вопросы, от как зародился мир до зачем мы здесь. Но транслировать свои мысли, как-то поставить на нужный путь или просто немного подтолкнуть человечество вы не можете. Вместо этого просто молча наблюдайте за миром, медленно летящим в бездну. А если же это глаза человека, то все не менее драматично. Ведь человек просто не способен понять космос, он не способен узнать все тайны мироздания, не способен понять саму суть. Поэтому бессонными ночами просто выходит на свой маленький балкончик, где-нибудь на окраине Москвы, окидывает взглядом близлежащие дома-муравейники, в которых уже давно не горит свет. Затем смотрит в звездное небо и спрашивает: а зачем, собственно? И даже сам не понимает, кого он спрашивает, то ли себя самого, то ли эти далекие звезды. Так что же насчет всего этого думаю я? На мой взгляд, эта картинка может изображать нашу жизнь после смерти. Может, это и есть то место, которое нам принято называть раем или адом. Быть может, на самом деле нет никаких золотых ворот с белоснежными ступенями, нет никаких котлов и сковородок, а вместо них просто вакуум. Холодный и бескрайний. И нам не остается ничего, кроме как стать его частью и безмолвно плыть, смотря грустными глазами в бесконечность. Да, кто бы мог подумать, насколько все-таки философски может быть рисунок на обычной кофте.
приветствую. По старой и очень милой традиции формата мысли о картинках у нас обязательно должен быть код. В данном случае, как вы видите, это не просто кот, а белый кот, сидящий на коленях у молодой улыбающейся девушки. Видимо, его хозяйки. Словом, если бы у меня был такой кот, то никаких причин грустить тоже бы не возникало. Эмоции двух этих героев очень отличаются. Как вы можете заметить, девушка задорно улыбается и, возможно, даже смеется. А кот, напротив, внимательно всматривается в нечто под названием «русская литература». Конечно, вы уже наверняка заметили изменения в эмоциях кота. Они могли быть вызваны многими факторами. Но важно отметить, что картинку делает забавной и интересной именно этот тоскливый взгляд и надпись «Русская литература». О чем же все-таки задумался кот, почему смеется его хозяйка и что там за произведение такое? Я уверен, что это Достоевский, и даже знаю, что там написано. Под ваши аплодисменты, конечно. Человек несчастлив, потому что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все. Все. Кто узнает, тот час станет счастлив. Сию минуту. Эта цитата, мысль, чаще всего вызывает похожую эмоцию. Но может вызвать и такую, если на твоих коленях сидит кот и внимательно читает роман Достоевского. Хотя, если честно, сейчас я уже не очень уверен, что там Достоевский. Мне в голову пришла мысль, что это может быть вообще любое произведение русской литературы. От Золотого века и творчества Толстого до советского периода, даже поэзия Бродского. И вот почему. У русской литературы такой стиль. Сейчас я точно сформулирую, что хотел сказать в начале ролика. Стиль, в котором явно проступает стремление автора сподвигнуть читателя на размышления и раздумья, а также развить некую способность к умозаключению. С помощью определенных приемов, намеков, недоговариваний и каких-то неточных личных выражений можно мотивировать и заставлять человека по ту сторону думать и делать свои выводы, прямо как в формате мысли о картинках. А возможно, коту просто не нравится отвратительный смех хозяйки. Итак, ты котик. Сидишь, значит, сидишь. И такой: кружка! И сунул морду в кружку. И сидишь, довольный. Морда в кружке, мир в кружке, ты в кружке. Еще плюс в том, что ты котик, а им вообще лафа. Подрать диван, поорать, принестись слоником, утром лечь на лицо. Ты котик, тебе можно. Не понравилось? Укусил. Понравилось? Скушал. Разницы мало. Нет, но можно еще помурчать, конечно. Ну так, иногда. Итак, вернемся к кружке. Пока ты в кружке, мир же перестает существовать. Дети ж прячутся как? Закрыли лицо, и нормально. Ты не видишь, значит и тебя не видно. Невидимый для всех, для проблем, для всяких гадких штук.
Ты просто котик. Да еще и в кружке. Круто, я считаю. Хотя, может, он хотел попить молочка, залез и утонул. Опасная штука эта ваша кружка. Вот так захочешь спрятаться от проблем, а тут бац и утонул. Вывод, значит, какой? Не надо прятаться от проблем. Надо их решать, чтоб не утонуть. Так что вылазь из кружки уже. Действительно, люди склонны все откладывать и в итоге тонуть под грузом накопившихся дел, проблем. Но сидение носиком в кружке можно считать одной из стадий преодоления. Просто с ней опасно затягивать. Котик выпал из привычной колеи и осмысливает что-то. Есть только он, сопение его носика. И что? Когда он выглянет из кружки, все навсегда изменится. Хотя изменился только он сам. Так что не все так однозначно. Важно использовать кружку по назначению. И тебя касается. Использовать по назначению. Пойду чаек попью.